Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня такая, знаете ли, битва ультра дешевых милитари часов или ультра дешевых полевых часов, как кому больше нравится. Короче говоря, я подобрал здесь 4 модели, которые заказал на Amazon, через посредника, естественно, через компанию, которая может купить вам товары и потом переслать в Россию. Вот, значит, здесь все самое максимально дешевое. Конечно, у нас немножечко, может быть, Бертуччи выбивается, но здесь у нас будет в качестве такого, знаете ли, эталона, потому что Бертуччи многими поклонниками полевых милитари часов считается, одним из самых таких лучших вариантов кварцевых, неубиваемых, и если мы берем именно классических часов, потому что отдельно можно взять часы электронные, там те же самые либо G-Shock, либо Casio FW80, да, но это немножко в другую сторону. А здесь я решил сосредоточиться именно на таких вот стрелочных часах, и я думаю, что многие со мной должны согласиться в том, что полевые часы прежде всего должны быть максимально дешевые, чтобы было не жалко, чтобы было, вот что называется, на убой, и чтобы их можно было максимально дешево заменить. И небольшие по диаметру, опять же, чтобы это было удобно. Потому что все вот эти, вот, знаете ли, там за 200, за 300, там, за 500, там, за $1000 Casio G-Shock какие-нибудь дорогущие, это, конечно, все прикольно и красиво, но очень-очень мало кто себе может позволить их в принципе, и к тому же, более того, позволить их, что называется, на убой, и чтобы вот там они сейчас есть, а через 5 минут их обо что-то раздолбал, и до свидания, да, и недаром ведь армии, большинства, по крайней мере, стран мира, то, что вот публикуется, те, что там всякие закупки, там, как правило, к вот именно милитари часам предъявляются требования максимально простые, там, чтобы, что называется, работали и чтобы были супер дешевые. Вот, поэтому об этом мы сегодня поговорим, и я тут не буду ни в какие спецификации погружаться, и более того, мы с вами, собственно, милитари это такое в кавычках название, потому что, это вот именно полевые часы на какие-то походы, да, и доступны. Здесь у меня получается 3 американских бренда. Это Bertucci, молодой бренд, который основан американским итальянцем уже лет 20, по-моему, назад, и очень он уважаемый. Дальше у нас Timex, это вообще культовый, легендарный американский бренд, который в последние годы прям активно возрождается и представляет очень много таких классных и интересных моделей. Да, вот у нас Timex Group США. Smith & Wesson — это культовый американский, опять же, производитель оружия, который очень многие вещи аутсорсит, да, на стороне, закупает там те же ножи, и вот в данном случае часы тоже. И как же без японцев, и Casio здесь за японцев у нас сегодня будет отдуваться. И давайте, я не буду какие-то тут баллы расставлять или еще что-то, мы просто вот возьмем и с вами вместе прикинем, какая из этих моделей, наверное, наиболее удачная для наших сегодняшних задач. Так, давайте начнем, наверное, с Smith Wesson. Мне прямо интересно, потому что они, насколько я знаю, у нас тоже продаются, но на Амазоне они настолько дешевые, что я не смог удержаться от соблазна. Значит, 3 милитари ремешочка в комплекте. Раз, два, ребяточки, 3. Значит, 30 метров, то есть под дождь мы, в принципе, попасть можем, а для полевых часов обычно там, 50, да, 30 тоже окей. Японский механизм кварцевый, и что у нас тут еще? Я вам расскажу, значит, да, здесь 3 канвас ремешка, модель называется SWW, вот она, да, 1464OD, минеральное закаленное стекло здесь, по крайней мере, заявлено, и японский, да, кварцевый механизм. Понятно, что эти все часы, кроме Bertucci собираются, по крайней мере, заявлено, что там собираются в США, а все остальные, естественно, делаются в Китае. Это логично. $30. 30 баксов Smith Wesson, 30 баксов, и это супер дешево. Это супер дешево, супер доступно на Amazon, по крайней мере, на момент выхода ролика эти часы, они еще продаются, и, собственно, я их тоже взял за $30. Так, коробочка у них, кстати, приятная такая, прикольная, да? Канвас ремешок. 3 канвас ремешка, они, кстати, одинакового качества. Одинаково паршивого качества, я бы сказал, но
для своих целей, да, надеть, чтобы было, а чё бы и нет. А чё бы, собственно, и нет. Ага, так, думал тут, нет, смотрите-ка, здесь какая-то вот, я думаю, какой-то дешевый сплав, явно какой-то дешевый сплав, потому что выглядит это не как сталь, но кварц идет, дата есть, милитари разметка. Там есть разные циферблаты, есть черный, да, есть вот такой зеленый, ну, в общем, на любой вкус, что называется. Ну что, читаемость неплохая, разметка классическая, опять же, милитари, как я сказал, Смит Вессон указано, большие крупные стрелки, неплохо. Супер дешевый какой-то корпус, непонятно из чего. Но за 30 баксов, наверное, больше мы не требуем. Крышка, хлопушка, японский кварц есть, значит, часы будут работать, пока их окончательно не раздолбают. Не жалко, да, собственно, не жалко, выглядит, по крайней мере, приятно. Выглядит приятно. И что касается размерчиков, как мы с вами определили, размерчики должны быть небольшие, и в данном случае у нас 40 миллиметров. Прикинем на мое запястье 18,5, ну, собственно, вот. Немножко великовато, наверное, как для милитари, но в целом окей. И, наверное, ушки немножко длинноваты. Но, собственно, ладно. Ремешок тут как будто бы под НАТО, но на самом деле не НАТО. Не хватает дополнительно, да, вот этой части. Он больше как Зулу. В общем, я бы сказал, что плохие ремешки. С другой стороны, да, вроде и прострочены неплохо. И даже их 3 в комплекте. И, наверное, это плюс, потому что что-нибудь с одним произойдет, можно будет применять другой. Но вот это, конечно, это хрень полная, да, на вот этой скобке, да. Лучше бы они прошили их. Вот. Чувствуется что-то вот по ремешку, по креплению недоработано, как будто вот на тяп-ляп сделано. Но посмотрим, что другие ребяточки у нас покажут. Все-таки 30 баксов, это вы понимаете, го-го-го, это вам не шутоньки, это не шутоньки. В сторону отложим пока Смит Вессон. И давайте перейдем к Таймексу. Таймекс у нас вот такой референс T42571-9J. Сделана, кстати, сборка в Филиппинах, ремешок Китай и механизм Филиппины. Вот такая квадратная коробонька у нас. Как ее открыть? А вот так ее. Ух, тут прям аж картонная пыль сразу пошла у нас от Таймекса. И этот Таймекс стоит дороже, чем Смит Вессон. Таймекс стоит на самом деле на целых $8 больше. $38. $38, но здесь Indigo нейлоновый ремешок, 50 метров водозащита и какая-никакая, а инструкция в комплекте. А это уже показывает, что производитель подходит к своему продукту, ну, наверное, чуть более серьезно. Так, значит, ремешок. Так, как тут снять-то? Как тут снять, ребят? Вот так. Ну, в общем, инструкция есть. Есть даже вот какая-то гарантия с QR-кодом. Это мы все тоже в сторону. 38 баксов. Называется Timex Expedition Arcadia. Стекло акриловое заявлено. И как, опять же, как для милитари, в принципе, мне кажется, неплохо. Почему? Потому что биться не будет. Да, поцарапается, но как бы и хрен с ним. Зато со стеклом ничего не произойдет. Так, Indigo у нас есть. Светит? Ну, потом посмотрим в темноте. Но Indigo это уже неплохая заявочка. Это неплохая заявочка. Корпус пластик. Корпус какой-то пластиковый. Но, кстати, приятно сделан. Очень, очень симпатичный циферблат. Такая четкая, хорошая печать. Еще здесь заявлен люминофор на стрелках. Тоже потом посмотрим. И если мы сравним качество печати Смит Вессон и Timex, то вот, ну, на макро потом поглядим, но так вот со стороны, с 30 сантиметров, я бы, конечно, отдал предпочтение Timex. Они вообще выглядят как немножко гораздо более проработанные часы. Если вот эти вот какие-то такие часы а-ля там мы вот решили как-то вот ремешочек прикрепить к корпусу и какой-то порошковый тут, не знаю, корпус сделать, то вот здесь уже ребята понимают, как делаются, собственно, часы. Ну, собственно, на 8 баксов и дороже. Правда, с ремешком, с креплением здесь что-то понамутили, тут какой-то тоже пластик, ну, хотя, в принципе, зато какое-то такое гибкое сочленение. Ремешок производит гораздо более приятное впечатление, я думаю, он должен дольше
протянуть, прожить. И корпус поменьше здесь, больше под пылевичок подходит. Здесь у нас на винтах задняя крышка. Слушайте, ну вот я вам так скажу, мне прям Timex сразу больше нравится. Хотя он немножко дороже. По корпусу 37, ну тут как измерять, конечно. В общем, 30, да, ну 38 пусть будет. 9,4 высота, немного. Так, и давайте посмотрим на моем запястье 18,5. Ну, такие аккуратные, да, полевички Expedition, да, часы для походов. Часы для походов за, ну, считайте, где-то 40 баксов. Ну, неплохо. Меня немножко смущает вот это вот крепление. Кажется, тут какая-нибудь грязь, гадость может забиваться. Но, с другой стороны, вполне себе вроде бы надежная конструкция. Так, ладно, Timex у нас есть. Дальше японский взгляд на дешевые полевики. Casio FT500WC Forester называется, Sport Watch. Эти часы стоят $29. И в отличие от американских конкурентов, японцы сходу... Так, прилепили здесь какого-то хрена этикетку, что я не могу теперь вытащить. Да блин. Вот же ж извращенцы. Ну вот так вот пришлось поступить. Вот такую вот некрасоту сделать. Ну ладно. Так, я думаю, что это, наверное, Amazon так сделал. О, Casio Forester. Здесь тоже у нас такая стоечка классическая. Вот Casio. Пакетик японский, без него никак. Экологию будем загрязнять по полной. Значит, здесь инструкция уже прям максимально солидная. Но у японцев подход всегда такой прям солиднейший. Так, тут тоже что-то все мудреное. Тоже все мудреное, но да... О, на липучке. На липучке и тоже на винтах задняя крышка. Очень похоже на концепцию Timex. За 20... Так, стоп. За $29 ребяточки нам намутили. Очень симпатично смотрится. Здесь, да, не полевики, здесь именно лесники. Такая вот, да, для походов часы. Но 100 метров. LED Light. Опять же, покажу потом. Подсветочка у нас есть. Так что конкурировать они с Timex вполне себе могут. Но при этом 100 метров водозащиты. Безель прорезиненный, то есть здесь тоже пластик, и идет такой, ну как бы, да, прорезиненный или, не знаю, твердая какая-то такая резина безель. Японский кварц внутри, естественно, стоит, минеральное стекло и $29, как я вам уже сказал. Ну и ремешок тоже Canvas, он, кстати, везде тут у всех этих трех моделей ремень Canvas. На липучке, кстати, а почему бы, собственно, и нет для таких целей. И тоже неплохая читаемость. И опять же у нас разметка такая классическая милитари, когда есть второй такой повторитель, это 24 часа. Ну, чтобы не забыть, сколько времени. Единственная, наверное, моя претензия, и она достаточно серьезная, к тому, что вот это полускелетонированные стрелки, это, конечно, хорошо для того, чтобы читать у нас вот этот вот показатель внутренний, сколько у нас часов днем, ночью, да, 18 часов там или 19, но ни хрена не видно. Ни хрена не видно, потому что, ну вот, надо догадаться, что у нас минутная стрелка вот находится у 6. А издалека так и вообще ее не видать. Ну, хоть часовую более-менее видно. Это, конечно, минус в плане читаемости, но часы очень даже добротные, я бы сказал. Очень добротные, очень приятные. Слушайте. Ну, вот как бы я вам так скажу, да. Вот что называется, это производители часов, а это вот кто-то аутсорсил. И да, здесь читаемость лучше, но вот эти две модели более взрослые, чем Smith Wesson. Хотя вот цена одинаковая, Timex у нас, ну пусть Timex немножко дороже. Но знаете, меня прям радует вот то, что и Casio, и Timex, я бы даже сказал, наверное, особенно Timex, вот в этом вот супер доступном диапазоне $30-40 предлагает вполне себе взрослые модели, хорошо проработанные, с надежным кварцем, с приятными корпусами, с неплохими характеристиками и ремешками. А Casio умудрились даже сюда и подсветку бахнуть, и к тому же еще и водозащиту 100 метров. То есть с этими часами, ну, практически любые вот такие вот все, что может приключиться в походе, все можно сделать. 41 по максимуму, ну, на самом деле здесь
Если вот с этой стороны посмотрим, будет где-то 40. Ну, небольшие часы. Небольшие часы. И 12,6 где-то по высоте. Так, слушайте, ну, прикольные. Прикольные модельки. Я ожидал худшего. Я вот честно ожидал худшего. И, наверное, мои ожидания сбылись только относительно Smith Wesson. Я так и думал, что будет какая-нибудь, вот. А вот с этими ребятками они лучше ожиданий. И Bertucci, с этой моделью мы с вами, в принципе-то, уже знакомились на канале. Это версия A1 Field, как раз часы Field, Military, можно сказать, A1S, 100 баксов они стоят, стальные, естественно, 316L, и запатентованный корпус от Bertucci, сейчас покажу почему, закаленное минеральное стекло, здесь тоже внутри стоит японский кварц, но в максимально дорогой версии, полностью стальной, и тоже водозащита 100 метров. Ну, 100 баксов это практически как вот эти трое часов вместе взятые, а здесь у нас одни Bertucci. Но у Bertucci, естественно, хотя, с другой стороны, что значит Bertucci хорошее реноме, а что у нас, у Casio, что ли, плохое реноме, или у Timex? Да нет, конечно. Ну, ладно. Правда, это вот у нас такой американский микробренд, который очень уже сильно известен у американских поклонников милитари часов, да, и у разных там он поставляется, не в армию поставляется, но в различные американские службы поставляют часы Bertucci. Я вам показывал уже много моделей, и практически все они меня очень порадовали своим качеством, своей проработкой. И, ну, чувствуется, знаете, такая порода в Bertucci, прям чувствуется. Это во всем проявляется. Не зря все-таки они берут свои 100 баксов за эти часы, потому что, посмотрите, да, у нас, например, даже брендированные здесь вот эти вот Zulu ремешок. Правда тоже, это именно Zulu, не НАТО, да. Вот. И, собственно, здесь корпус цельный стальной, то есть у нас вообще полностью и шпильки, они являются частью корпуса для большей надежности. То есть ничего тут не оторвется, именно поэтому здесь не нужен классический НАТО-ремешок, да, со вторым вот здесь вот как бы, со второй его частью. Потому что здесь может оторваться? Ничего. А15, значит, этот корпус именно у них запатентован, завинчивается, 100 метров водозащиты, патент, здесь швейцарская суперлюминова стоит и японский механизм. Ну и традиционно там они дорогие батарейки вставляют, ну, собственно, что вы хотите, да, и здесь вот проработан, например, как вот дополнительная такая защита, чтобы для лучшего крепления. Ну, Bertucci любит и умеет делать хорошие часы. Посмотрите, да, как хорошо сделано, насколько контрастный, четкий, сочный циферблат, отличные стрелки, читаемость здесь на высоте. Тоже, опять же, такая милитари разметка. Здесь, конечно же, везде сталь с очень даже приличной отделкой. Стекло немножко утопленное, где-то на 2 мм вниз, чтобы, опять же, стекло было лучше защищено. Красивый цифер, хорошо все тут проработано. По размеру здесь 36 мм, но высота вот именно по корпусу здесь 10,5, а стекло, как я говорил, уже намного более глубоко посажено. Ну и на моем запястье, так, стоять, ну здесь, да, вот с таким вот плотным, мощным ремешком не так просто засадить на запястье эти часы, но вот. Ну, красивые. Слушайте, конечно, из этих 4 претендентов Bertucci здесь самые такие, я бы сказал, такие стильные, потому что, ну, слушайте, ну, такие, да, интегрированные здесь шпилечка и длинные ушки, мощные такие, как танк. Очень красиво. Модные полевые часы, хорошо исполненные, качественные, вопросов никаких нет. И вот даже посмотрите, да, там с читаемостью и с какими-то бликами их гораздо меньше, чем на других часах. Другое дело, что, конечно же, вы можете спросить, ну, собственно, 100 баксов это 100 баксов, а здесь у нас, ребяточки, есть за 29. Понятно, здесь сталь стоит дороже, здесь у нас пластик, здесь тоже пластик, здесь какой-то непонятный порошок. И в целом, если смотреть на эти четверть часов, то я думаю, что стоит выбирать, конечно, во-первых, исходя из ваших потребностей, а во-вторых, исходя из бюджета. Если мы говорим именно про полевик, который вот не жалко, да, и которого есть минимально базовые необходимые функции, то, конечно, здесь, на мой взгляд, явный победитель это Casio.
$30, 100 метров водозащиты. Японский кварц, собственно, ну как бы все. С точки зрения цены конкурентов просто нет. Можно посмотреть на Timex, здесь есть Indigo, здесь может быть чуть поприятнее ремешок, хотя это опять же под вопросом. Ну, в общем, что больше нравится, хотя он на $10 дороже. Смит Вессон я бы вообще не рассматривал к покупке. И если хотите чего-то более такого, знаете, что ли, солидного, даже может быть слово солидно не совсем правильно, может быть чувствуется в руке как более качественный продукт, то, конечно, стоит посмотреть на Bertucci. При этом, опять же, да, если мы говорим про цену, да, $30 и $100 это, конечно, огромная, просто гигантская разница. С другой стороны, и те же самые $100 это не так уж и много, потому что мы можем посмотреть на какие-нибудь швейцарские кварцевые часы, какие-нибудь Хамильтоны посмотреть, они будут стоить там уже 300, да, 400 могут стоить. И это уже вообще космическая цена для подобного плана часов. Поэтому, с одной стороны, Bertucci тут дороже всех, с другой стороны, не такой уж он и дорогой, но при этом он хорошо проработан. Да, вот здесь, опять же, бросается в глаза, например, выемка такая под ремешок. И вообще, вот ремешок здесь, конечно, самый лучший из всех, потому что толстый, качественный, но при этом из классной такой ткани, но при этом очень гибкий, очень такой вот хорошо гнущийся. И ну, стоит отдать должное, Bertucci умеет делать качественные модели. Ну, кстати, вот что касается люминофора, то, конечно, Bertucci здесь швейцарский, что называется, настоящий люминофор, который работает. У Casio, к сожалению, нет никакого люминофора, поэтому, мне кажется, это не очень удобно. Да, есть подсветка, очень даже крутая. Но все-таки хотелось бы хоть самый какой-то примитивный люминофор. Здесь его нет. А вот у Timex есть люминофор, и это плюс, потому что, по крайней мере, не обязательно всегда нажимать на кнопочку. Но Indigo, конечно, решает. Indigo это, конечно, круто. У Smith Wesson есть люминофор на стрелках. Не очень хороший, но хоть какой имеется. Я здесь не то чтобы хотел вам именно какой-то баттл провести, я хотел просто показать, какие бывают модели и, собственно, именно для вот целей максимально доступных полевых часов. Bertucci тут может быть немножко в стороне, потому что все-таки они дороже. Но, знаете, за $30-40 можно вполне себе заиметь неплохую модель. Главное выбрать то, что нужно. И более того, я скажу, что и по Timex можно посмотреть модель, где будет, ну, может быть, более классический стандартный ремешок, да, без вот этой вот какой-то вот дополнительной пластиковой прослойки. И по Casio можно посмотреть тоже модель попроще, которая будет, может быть, с более стандартным ремешком. Хотя, как полевые лесные часы, они неплохо даже смотрятся. Можно все равно в любом случае что-то такое неплохое подобрать. Я, наверное, рад тому, что посмотрел эти модели, и они действительно впечатлили. В первую очередь, конечно, меня впечатлили, как я уже говорил, Casio и Timex. Пишите, как вам эти модели. Не забываем, конечно же, ставить лучше на YouTube лайки. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.